Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Попались мне на глаза образцы мебельной ткани. В общем, как в том анекдоте, когда Василий Иванович рассказывает Петьке, почему он не смог сдать экзамен по математике. Меня спрашивают, сколько будет 0,5 плюс 0,5. Я нутром чую, что литр, а математически выразить не могу. Вот и я чувствую, что из этого будет шедевр. Но ведь его сшить надо. Для начала нарежем детали одного размера. Пусть это будут квадраты 10 на 10 сантиметров. Изрежем всю имеющуюся ткань. Сами видите, рисунок и цвет везде разный. Одинаковая только структура. Специально какой-то узор нам не собрать. Поэтому будем работать методом научного тыка. Для тех, кто знает, для тех, кто не знает, и для тех, кто не знал, но забыл, напоминаю, тык и мык – это великие древнерусские ученые. Сначала они работали вместе, а потом к ним присоединился талантливый самоучка как-то так. А затем все вместе они основали корпорацию «Так и надо». Их методом до сих пор пользуются ученые со всего мира. Поэтому все детали сшиваем вместе попарно. Шьем гирляндой, нитки не обрезаем. Закрепки в начале и в конце каждой детали делаем обязательно. Мебельные ткани плотные и упругие, поэтому отшитые детали разворачиваем, швы расправляем и закрепляем машинной строчкой. После этого уже можно соединить вместе две отшитые колонки. Естественно, все швы и соединения мы также отстрачиваем. И смотрите, какая интересная конструкция у нас получается. Все квадратики деталей держатся на швах. И нам остается только сделать горизонтальные соединения. Всего у меня получилось 40 квадратиков. Раскладка 4 на 10. Конечно же, каждая мастерица сама решает, что из этого дальше делать. Но мне захотелось сшить самую простую сумку-шопер. Для этого сначала сделаем метки, где будут располагаться ручки. От центра откладываем в обе стороны по 8 сантиметров. Ручки приготовим заранее. Полоску ткани шириной 8 сантиметров, длиной 64 сантиметра сложим вдоль пополам. Подвернем края и прошьем с двух сторон.
Эти ручки сразу зафиксируем в нужном месте. А дальше перейдем к работе с подкладом. Размер сделаем такой же, как и лицевая часть. Из широкого куска ткани сделаем карман. Вернее, сразу 3 кармана. Сначала пришьем карман снизу, потом отогнем наверх. Зафиксируем края и 2 строчками разделим на маленькие кармашки. А дальше уже дело техники. Сложим вместе лицом к лицу детали верха и подкладки. Прошьем по верхнему срезу со стороны ручек. После этого развернем нашу заготовку так, чтобы с одной стороны была цветная лоскутная часть, а с другой деталь подкладки. Прошьем эти края, оставляя отверстия для выворачивания. А дальше уже сформируем дно. Вырежем уголочки и в верхней части сумки, и во внутренней. После этого расправим заготовки и прошьем углы. И еще один момент. Уголочки зацепим между собой. Это делаем для того, чтобы подкладка не вылезла. А следующий шаг – выворачиваем и расправляем нашу запутанную конструкцию. А вот теперь остается только зашить оставшиеся отверстия и по верхнему краю сумки проложить строчку. Тем самым мы еще раз закрепляем ручки. И готова прекрасная сумка-шопер в стиле пэтчворк. Размер 33 на 40 сантиметров. Прелесть прелестная. Внутри 3 кармана. Знаете, как раньше на свадьбах устраивали беспроигрышные лотереи? Счастливчику дарили ложку со словами: «Вы со спутницей такой нигде не пропадете. Из любых гостей домой сытыми придете». Вот и у нас сумка загляденье. И в пир, и в мир, и в добрые люди. Девочки, дорогие мои, вы же понимаете, что я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Уверена, что у вас все получится гораздо лучше, красивее и интереснее, чем у меня. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!